Предлагаю собрать семейный совет. Бред, агитатка. Ефремова отмажут. Позорище. Владимир Владимирович стал писателем. Реальные зарплаты в России снизились на 2% в апреле. Кирдык этим компаниям. Игорь, что, бухал, что ли? Сейчас прокомментирую. Друзья, привет! Это новые новости. Здесь только хорошие новости. Давайте все по порядку. Поехали. Ого! Телеграм разблокируют в России. Для многих эта новость просто как гром среди ясного неба. То есть многие просто, оказывается, не знали, что Телеграм заблокирован. СМИ написали, что Роскомнадзор совместно по согласованию с прокуратурой, да, теперь разрешают пользоваться Телеграмом в России. Ну вот, черт побери, я вот давно пользовался и не испытывал никаких проблем, а теперь буду официально пользоваться. Итак, есть два мнения. Первое мнение, что Роскомнадзор и айтишники так и не смогли заблокировать Telegram. То есть Роскомнадзор проиграл. И поэтому махнули рукой и сказали, да пользуйтесь. Вот. Вторая версия. Дуров таки передал ключи шифрования ФСБ, там, правительству, Роскомнадзору, кому там, да. Версий очень много. Моя же версия такова. ФСБ, им все-таки удалось доказать всему миру, что Telegram это очень зашифрованная история, и Дуров ключи не отдают. И поэтому все эти мира теперь переписываются в Телеграме. Вот. А Дуров таки взял и отдал ключи ФСБ. Все. Поэтому теперь все эти мира под колпаком у ФСБ. То есть это реально первая значимая победа ФСБ. Поздравляю. Ефремова отмажут. Тюрьма актеру теперь не грозит. Максимум лечения и лишения прав. Отмазываться, включать какие-то свои связи или знакомства я не собираюсь. Оказывается, у Ефремова нашли редкую форму эпилепсии. Да, абсанс называется, состояние, при котором человек вообще не контролирует, что с ним происходит, и поэтому если адвокаты докажут, что авария произошла именно в этом состоянии, то Ефремову грозит лечение и лишение водительских прав. Но адвокаты делают свою работу, это понятно. СМИ пишут об этом, потому что очень резонансно. Понятно, что это очень трагичный случай. Все понятно. Но вот что мне непонятно. Почему эта новость, которая повлияет на жизнь каждого из нас в минимальной степени, да, заслуживает такого внимания. А, например, новость о том, что будет теперь неприкосновенность президента, что теперь будет пожизненный президент в России, что теперь президент будет назначать 7 человек, тоже с неприкосновенностью, да, ну, никого не волнует, или точнее обсуждается меньше. Вымышленного депутата Наливкина посадили за мелкое хулиганство на 5 суток за шутку над сотрудниками МВД. Ну вы знаете, да, эту историю? Вот это что такое? Ребята там сняли вайн, где там разыграли, что у очередного полковника или там что там генерала МВД нашли кучу денег, который там их скрывал в погребе, там все, а зарабатывал он эти типа деньги, зарабатывал, да, смотрите, слово-то какое, зарабатывал, получал, да, то, что лицензии какие-то там выдавал на сбор каких-то дикоросов. Ну, в общем, МВД посмотрели этот ролик, и их что-то срезонировало, да, ну реально, они прям подумали, блин. Вот, и они его раз на 5 суток упекли, этого актера, который играет в этом ролике. Да? Вот. Ну, в общем, это все смешная часть истории. А не смешная часть такая, друзья мои, будьте аккуратнее, снимая разные вот ролики, запуская разные там фейки, юморя, пишите крупным шрифтом, что это юмор. Иначе МВД, силовики и так далее могут, в общем-то, не понять этой шутки и будете отсиживать 5 суток. Хорошо, если 5 суток. И, друзья мои, я предупреждаю тех, кто на ТНТ или там на СТС снимается в сериалах, там, «Домашний арест», «Бандитский Петербург» и так далее. Смотрите, скоро вас всех, кто участвовал в этих сюжетах, там, про ловлю коррупционеров или что, могут посадить. Будьте внимательны, знайте об этом. Плющенко и Рудковская записали такие агитационные видео о поправках в Конституцию. Не, ну вы видели это позорище, а? Твой сын хочет внести поправки в Конституцию? Давай проголосуем на семейном совете. Это просто, ну, бред, агитатка, так сказать. Ну, что это такое, да? На семейном совете изменим Конституцию, да? Да. Ну, а как вам вообще использование ребенка в таких вот операциях? Ведь он ничего не понимает, да, его взяли и использовали, вот как запрещенный прием, да? Я вот против такого подхода, категорически. И вот эта семейка, Плющенко и Рудковская, они задают на самом деле тот самый вот пример, когда звезды шоу-биза,
инфлюенсеры, там, селебритис и так далее, за бабки конкретные, за бабки идут и по заказу, так сказать, того, кто платит, выполняет любую, так сказать, прихоть. Поэтому отношусь к этому радикально плохо. Путин написал статью о Великой Отечественной войне. Владимир Владимирович стал писателем. Бытует стереотип, что для того, чтобы построить великое или значимое будущее, надо разобраться в прошлом. Вот Путин, наверное, и решил разобраться, кто же там, так сказать, сыграл самую важную роль. И мало того решил разобраться, но еще и Западу объяснить. Меня очень тревожит, что президент Путин начал вдруг распаляться на предмет того, что Россия победила в войне или несла самую значимую роль и так далее. То есть на самом деле это предельная форма тревожности и волнительности, когда страна или общество, которое действительно понесло самую большую плату, вдруг начинает оправдываться перед всем миром за это. Зачем мы вообще кому-то что-то объясняем? Мы же с вами знаем. На самом деле вот эти вот все попытки заниматься прошлым и отвлечь внимание от строительства будущего или даже настоящего, вот это меня очень сильно тревожит. Я бы предпочел заниматься строительством будущего, экономикой. Экономика в России может в 5 раз быть больше. ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума. Это радостная новость, друзья мои. Кредиты, возможно, подешевеют, да, ипотека подешевеет, слушайте, и все. Вообще за эти 3 месяца, да, люди так поиздержались, что на самом деле это очень позитивная новость. Но вот я так скажу. Сила удара экономического была столь значительна, что 1% ставку, когда изменили, это мало на что повлияет. Я предлагаю собрать семейный совет и решить, что обнуляем ставку. Вот. Раз Рудковская с Плющенко, значит, решили на семейном совете, что там, Конституцию поменять, а нет, это не они, то я решаю, значит, обнулить ставку ЦБ. Это, если бы я мог на семейном совете решать такие вопросы, я бы обязательно так сделал. Facebook и Twitter не нашли следов вмешательства других стран в американские протесты. Конкретно вот так не нашли. А я вас предупреждал, что в Телеграме все зашифровано и ФСБ все контролирует, поэтому хрена не найдут. Вот, поэтому не нашли. Но на самом деле шутки в сторону. Если бы они нашли, тем более заявили бы об этом, их бы сразу к стене. Поэтому, конечно, не нашли. Поэтому, ребят, даже если вы нашли вши в своей голове, никому не говорите, что нашли вши. Да, делайте вид, что нет вшей. А потом, когда все уже будут с овшами, говорят, блядь, так получилось как-то, вот получилось. И все вместе идите, лечитесь, ребята, берегите себя. И вы можете по свету что-то сделать, чтобы мне как-то лицо выбеливать, а то утром вы меня вызываете, у меня непроспанное лицо. Пишут там, Игорь, что, бухал, что ли? Как бухал, блядь, с утра тут вызвали меня. То есть надо с фейсом поработать, фейстюн, короче. Исследование. 2/3 компаний могут навсегда оставить своих сотрудников на удаленке. Так. Удаленка — это замечательно. Увольнять людей очень просто. Пум, отключил экран, все. У меня десятки компаний, да, из них несколько на удаленке. Для меня слово удаленка имеет другое значение. Я в смысле, я и удалил из списка. Все, кирдык этим компаниям. Поэтому для меня слово какое-то работать на удаленке, это значит тебя так легко удалить или тебя уже удалили. Вот. Поэтому не задавайте мне этого слова про удаленку. У меня 5 удаленок уже. В США отказались от названия эскимо из-за дискриминации эскимосов. Короче, ребята, вот эта вся Black Lives Matter, да, привела к феноменальному, так сказать, перевороту. Вообще полная херня всплыла, понимаете? И в этой пене оказалось все, в шахматы теперь нельзя играть. Почему? Потому что афроамериканцы сказали, а почему это белые ходят первыми? И теперь новые правила в шахматы вводят. Ходить по очереди. То белые первыми ходят, то черные. Как это мы раньше жили? Как это белые всегда ходили первыми в шахматах? Как это? Все надо срочно менять. Вообще, черные теперь не имеют права проигрывать. Росстат сообщил, реальные зарплаты в России снизились на 2% в апреле. Если у вас
что-то плохо там с доходами, да, если у вас снизились доходы, или может вас уволили, доходы обнулились, да, почитайте исследования Росстата, посмотрите, всего 2% снизились и ощутите, что все нормально. Но чтобы быть до конца честным и правильным, давайте сделаем свое исследование. Напишите мне в комментарии, у кого снизились доходы в апреле более чем на 2%, мы проведем собственное исследование, а потом я подведу итоги. Так, Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы. Ну, как я уже и говорил в предыдущих выпусках, значит, банковский роуминг был отменен силами там деятелей из Госдумы, регуляторов и так далее, Центральный банк там постарался и так далее. Но Сбербанк не лыком шит. Сбербанк сперва ввел комиссию, представляете, 1% за переводы более 50 тысяч в месяц. Все, это на самом деле не просто компенсирует те доходы, это увеличивает доходы Сбербанка во много раз. Другие банки, кстати, скопируют теперь эту тарифную политику, и на самом деле это очень будет большое попадание людей, кто часто совершает переводы. Но помимо этого Сбербанк продолжает. Он теперь вводит 1% за переводы через банкоматы. К сожалению, мы не можем на семейном совете изменить эту комиссию, но если бы мы могли, мы бы обязательно изменили, как они, Конституцию. Друзья мои, мне не нравится мне 1%, значит, за переводы платить. Правда скажу, не нравится. А кому понравится? Если кому нравится, напишите мне в комментарии. Да. Венецианская комиссия оценила поправки Конституции России. А что нам комиссия венецианская? У нас на семейном совете такие вопросы решаются. Просто разгорелась дискуссия, да, Путина с представителями вот этой самой Венецианской комиссии. Значит, в ответ на заявление Венецианской комиссии Путин сказал: да что вы там постоянно принимаете какие-то решения, не очень-то и правовые. Поэтому у нас теперь будет главенство Российской Конституции, а не ваших там судов. Имея в виду, наверное, что российские суды, они всегда оказываются правее, ну или они всегда справедливее оказываются и так далее. Я вам так скажу, во всем мире действует одно очень простое правило в судах. Знаете какое? С тебя миллион, и с тебя миллион. А теперь будем судить по справедливости. Да? Мэрия Москвы не согласовала проведение 27 июня митинга против поправок в Конституцию из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас прокомментирую. Так, ну, во-первых, я считаю, что московская мэрия права. А что, собственно, митинговать-то против поправок? Поправки-то уже по ходу приняты. Не, ну на самом деле очень странно, да? То есть парад проводить можно, а митинг, значит, против поправок нельзя. Значит, битком в автобусе ездить вот так вот друг другу, как рыбки-селедки, можно, митинг нельзя. В этом поезде, который до Шереметьево идет, там все набито, люди друг другу вот протолкнуться негде. Можно, а в Шереметьево, понимаешь, там вот социальная дистанция, там ходишь, везде тебе барьеры поставили, разграничения. Собственно говоря, тот, кто научился жить в полном там бардаке и дебилизме, ну ему, конечно, не хочется менять, потому что а вдруг изменишь что-то и там будет еще хуже. Поэтому живем дальше, продолжаем жить. Жизнь слишком коротка. Илон Маск рассказал о сексе втроем с Эмбер Херд, бывшей женой Джонни Деппа, и Карой Делевинь. О, красавчик. Он и здесь преуспел. Друзья мои, я вообще считаю, у кого не было секса втроем, тот много потерял. Единственное, так, чтобы третий мужик не оказался. Вот это всегда проблема. Ну, на самом деле, так называется заголовок в «Комсомольской правде», кликбейт типичный, да, бахнуть какую-то штуку, которая привлекает внимание. А в статье-то очень подробно написано, что Илон Маск не признался, что у него был секс втроем. Да. Илон, я бы на твоем месте взял и признался. Кстати, пишите, у кого был секс втроем, мне в комментарии, да, посмотрим, сколько нас. Ну что, на этом новостей хороших больше нет, а плохих мы и не предлагаем. До скорых встреч!